Салют всем, с вами Хроник. Приветствую вас на своем первом обучающем видео по битмейкингу. Сегодня я хочу рассказать вам, как я свожу свою бочку и 808 бас. Для начала послушаем, как они звучат в одном из моих битов, который называется Roll and Blow. Самое первое, в чем вы должны убедиться, это то, что ваш кик и ваш бас играют только в моно. В 12-й версии FL Studio это делается при помощи крутилки, выкручиваем ее полностью вправо. Итак, самое первое, что я хочу сказать, это чтобы ваши ударные в принципе были слышны и не превращались в какую-то кашу, вы должны убедиться, что весь микс без мастеринга, без ударных и без баса звучит не очень громко и не пикует. Например, у меня вы можете убедиться, что у меня есть запас в 6 дБ до нуля. Такой запас называется headroom. При помощи такого запаса звука вы можете сделать так, что ваши ударные в принципе будут слышны, потому что если вся ваша музыка будет доходить до нуля, то в звуковом пространстве просто не будет места для ударных. Для начала вы должны убедиться в этом. Следующее. Начнем с бочки. Самое первое, что вам нужно сделать, это срезать высокие частоты. Я срезаю примерно до 1 кГц. Сделать это нужно для того, чтобы вы из своей бочки получили только ударную составляющую и, соответственно, басовую составляющую, без всяких кликов, щелчков и так далее. Такое используется, как правило, в электронной музыке. Следующее, что я делаю, это вешаю плагин Fruity Blood Overdrive. Я использую этот плагин сразу для нескольких функций. Он обеспечивает небольшую перегрузку и, соответственно, компрессирует входящий сигнал. Я не вдавался в технические подробности данного плагина, просто накрутил соответствующие параметры и получил тот звук, который мне нужен. Следующее, самое главное в обработке вашего кика, это сайдчейн. Я делаю это при помощи Fruity Peak Controller. Объясню для начала, что такое сайдчейн, а потом объясню, для чего вообще он нужен. Сайдчейн в данном случае это плагин, при помощи которого при повышении звуковой амплитуды одного сигнала понижается звуковая амплитуда другого сигнала. В физике есть такое понятие интерференция, то есть наложение волн. В чем ее суть? При наложении волн одной фазы амплитуда увеличивается. При наложении волн, которые находятся в противофазе, амплитуда либо занижается, либо идет тишина. Тишина происходит в том случае, если накладываются две волны, которые находятся в двух разных фазах и имеют абсолютно одинаковую амплитуду. Так как бочка и бас это низкие частоты, чтобы вы не получали каких-либо помех или, грубо говоря, пердежа в своем звуке, вы должны обеспечить пространство своей бочки ровно в тот момент, когда она бьет. Лично я это делаю так. В тот момент, когда звучит моя бочка, не слышно моего баса, он выключается. Соответственно, я исключаю возможность конфликта низких частот. Переходим к обработке 808 баса. Самое первое, что я делаю, это перегружаю и перенасыщаю бас. Первым плагином в цепочке перенасыщения я вешаю плагин BeatCrusher. Первый ползунок – это сила перенасыщения. Мне нравится, как звучит звук на около 10 дБ.
Вторая полоска — это глубина перенасыщения. Я выставил на максимум, просто не вдаваясь в подробности, мне просто понравилось, как звучит мой бас. Следующим я вешаю встроенный во Fruity Loops плагин, который называется Fruity Fast Dist. Вообще ничего здесь не изменял. Следующая обработка — это, соответственно, эквализация. Я срезал все верхние частоты. Последний мой ползунок с среза высоких частот я регулирую от бита к биту, в зависимости от того, как я хочу, чтобы звучал мой бас. Если мне нужно, чтобы слышно было только саб, я опускаю, соответственно, до какой-либо низкой частоты. В данном случае я хочу, чтобы была слышна низкая середина моего баса. Примерно на 80 Гц я поднимаю для акцентирования высоких нот моего баса. Мне нравится, как это звучит. Следующий плагин в цепочке обработки баса — это AirBass. Объясняю, в чем его суть. Суть плагина заключается в том, что вы находите частоту, которую хотите насытить, и насыщаете именно ее. В данном бите, когда я искал частоту, мне подошла частота 53 Гц. А по децибелам я всегда опускаю на самый минимум, потому что если вы сделаете выше, то получается слишком сильная перегрузка, которая мне не нужна. Последним плагином, который я пользуюсь в обработке баса, это Fruity Limiter. Я использую его для небольшого лимитирования и небольшой компрессии. Тут он большой роли не играет. Я вставил его для небольшой стабильности моего баса, чтобы он не бегал очень сильно. Последнее, что мне осталось вам показать, как пользоваться Fruity Peak контроллером. Для работы с этим плагином вам понадобится только 4 крутилки, которые находятся здесь. Перед работой вы должны убедиться, что выключена кнопка Mute, чтобы ваша бочка была слышна. И вы должны повесить автоматизацию этого плагина на соответствующую полосу в микшере вашего баса. Делается это так. Правая кнопка мыши, Link to Controller. Ищите нужную вам автоматизацию, Peak Controller и выбираете Peak. Объясняю вам, как работают эти 4 крутилки. Самая правая отвечает за скорость срабатывания. Я в своих битах использую самую быструю скорость срабатывания. Работает это так. Если вы выкрутите на 0, то скорость срабатывания не будет вообще. Каждый настраивает эту крутилку как ему нравится. Лично мне нравится, когда скорость срабатывания максимальная. Следующая крутилка отвечает за то, как долго ваша дорожка будет находиться в заданном значении громкости, о котором мы поговорим дальше. Эта крутилка отвечает за то, какую громкость будет принимать ваша дорожка во время срабатывания. В данном случае мне нужно, чтобы бас отключался, соответственно, я выкрутил на 0. Этой крутилкой вы регулируете громкость дорожки, когда ее слышно. На этом все. Спасибо за просмотр. Если вы хотите получить сэмплы бочки и 808 баса и пресеты их обработки, которые использовались в этом бите, подписывайтесь и пишите свою почту в комментариях.